Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон и Дилан прибывают в условленное место, он сожалеет, что послушал Дилана и взял его с собой. Дилан говорит: «Отныне мы едины, подумай хорошо, и мы избавимся от этого». Бэрон говорит Дилану, что я заставлю его пожалеть о содеянном, поехали. Акив координирует действия своих друзей-полицейских и предупреждает всех быть осторожными. Пока Баран и Дилан сидят за столом, Джавахир наблюдает за ними издалека и принимает меры, говоря, что птицы проникли в клетку, мне нужно придумать, как подойти к ним, не напугав. Когда Ясмин плачет из-за того, что выбросила кольцо в мусор, Харун спрашивает, как ты мог такое сделать, Ясмин обвиняет его в том, что он сказал: «Это был не я, это был ты, я выбросил его, но ты пошел и выбросил его в мусор. ». Затем он говорит: Ясмин, ты выбросила кольцо, которое я купил, чтобы мы были вместе на всю жизнь, из-за небольшого спора я пытаюсь предложить его снова, значит, это мусор по сравнению с тобой. Когда Ясмин спрашивает, почему ты меня расстроил, сказав что-то подобное, Харун сердито вылетает из моих уст и говорит: ну ладно, забудь о кольце, оно пропало и возвращается к работе. Когда лицо Дилан Бэрон бледнеет, она очень волнуется. Пока Дилан разговаривает и любит Мирана, как если бы он был в коляске, Бэрон спрашивает, что ты пытаешься сделать. Когда Дилан говорит, что я пытаюсь убедить тебя в обратном, Бэрон говорит, что ты, наоборот, смешной. Дилан сказал, что в кино с этим все проще. Ферат не может поместиться ни в каком месте особняка, потому что ему хотелось бы пойти с ними. Господин Кудрет говорит, что если бы мы пошли, мы бы без всякой причины привлекли бы внимание. Ферат спрашивает, должен ли я пойти и последовать за ним издалека, на случай, если возникнут проблемы. Господин Кудрет и госпожа Азади останавливают его и говорят: если вы действительно хотите помочь, сядьте и помолитесь. Ферат убежден и говорит, что мне лучше пойти и проверить Гуля. Когда Джевдет замечает, что Цеврий скучает и рассеян, и спрашивает его об этом, Цеврий рассказывает ему, что произошло. Дилан и Бэрон продолжают болтать за кофе и чаем. Дилан помнит момент и слова, когда Баран вложил ей в волосы цветы и сказал: «Ты весна». Пока Дилан мечтала о том, чем они с Мираном будут заниматься в будущем, они немного поссорились, когда Баран Миран выступил против того, чтобы он сделал что-то, связанное со спортом. Бэрон рад, когда Миран говорит, что когда он вырастет, мы создадим библиотеку и будем вместе читать книги. Когда я говорю, что пойду на матч с сыном, Дилан говорит: я не могу пойти без меня, и говорит: куда бы ты ни пошел, я пойду туда. Джавахир берет в заложники уборщика, забирает его одежду и надевает ее. Дилан и Бэрон продолжают рассказывать о своих мечтах о Миране. Впоследствии они вспоминают первые моменты, когда держали Мирана на руках. Пока они болтают, Дилан внезапно чувствует, что очень скучает по сыну и грустит. Он говорит: это первый раз, когда я так долго был вдали от нашего сына. Баран говорит: не волнуйся, у него хорошее настроение, все для него. Дилан говорит: ладно, не деморализуйся, все для него, Джавахира больше не будет, мы всегда будем говорить о хорошем в нашей жизни. На самом деле, когда мы спросили, можем ли мы устроить праздник нашему сыну, когда ему исполнится 40, он сказал: Баран, и мы можем поехать куда захотим. Звонит телефон Барана, Акив говорит, что они везде проверили и Дилан может прийти. Дилан спрашивает, пора ли. Хотя Ферат и Гуль любят Мирана, они также говорят о том, как могут быть хорошими родителями. Им грустно, что их бросили одна из матерей, а другая отцы, когда они были маленькими. Гуль смущается, когда Ферат говорит: давайте действовать быстро. Как только Дилан говорит, что мы начинаем, официант наливает ему чай, потому что Джавахир его предупредил. Когда Баран идет к раковине, чтобы привести себя в порядок, Джавахир подходит к Дилану и говорит: теперь ты в моих руках, Баран Карабей. Когда Гуль входит на кухню и зовет Гизем, она видит, что она очень рассеяна, и спрашивает, что с тобой не так. Когда Гизем говорит: я так напугана, надеюсь, ничего плохого не произойдет, Гизем успокаивает ее и говорит, что все будет хорошо. Хасан слышит этот разговор и уходит, думая, что Хасан представил эту новость.
Пока Ясмин сидит грустно, к ней подходит Харун и пытается ее подбодрить, и весь лед между ними тает. Харун садится рядом, достает кольцо из кармана, как будто удивляется и спрашивает, что такое. Это. Когда Ясмин удивленно спрашивает, что это за кольцо. Откуда оно, Харун спрашивает, да или нет, неважно, откуда оно взялось, Ясмин отвечает, конечно, да, смеется и обнимает Харуна. Хасан звонит Джавахиру и сообщает, что для тебя устроили ловушку, немедленно уходи. Миран просыпается и плачет. Он приносит Гуль еду и пытается ее накормить. Но в какой-то момент Миран снова отталкивает бутылку, и ему становится не по себе, ему не хочется есть. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.